Всем привет, друзья! Как сделать ремонт кузова автомобиля без сварки своими руками. То есть сварка не нужна. Можно ремонтировать двери, можно ремонтировать колесные арки, можно ремонтировать любые фрагменты кузова автомобиля, если они несут сильные нагрузки. Нарезаю полосками стеклоткань, чтобы подходило по размеру, и начинаю разводить смолу. Так, налил смолы, капаем немножко отвердителя. Сначала нанесу на само железо, а потом приклею стеклоткань. Ну вот, заклеил стеклотканью. Вот такой промежуточный результат. Вот эта часть, где у нас была дыра. И вот сейчас смотрите. Я бы на это гарантию дал года 3. В течение 3 лет здесь вообще ржавчина не появится. Возможно, где-то в другом месте она будет, но здесь ее абсолютно не будет. Я буду делать ремонт колесной арки, поэтому краска мне не понадобится. Мне понадобится преобразователь ржавчины Мастер Вакс, полиэфирная смола, стеклоткань, чтобы проклеить сквозные отверстия, кузовной герметик, эпоксидный грунт. Будем покрывать голый металл. И по окончанию можно будет нанести или резинобитумную мастику БМП-3, или АМ-117 акриловую мастику. Сначала очищаем колесную арку от грязи, от ржавчины. Все хорошенько зачищаем. Наносим преобразователь ржавчины. Затем промываем. После того, как все высохнет, наносим полиэфирную смолу, а сквозные отверстия проклеиваем стеклотканью. На стеклоткань тоже наносим полиэфирную смолу. Я сначала промазываю таким густым слоем, а потом уже начинаю проклеивать. Ну вот так проклеил. Сейчас высохнет. И буду наносить герметик кузовной. После герметика буду наносить мастику. Открытый металл эпоксидным грунтом обработал. Промазал место ремонта кузовным герметиком. Сейчас немножко подсохнет и нанесу мастику. Раньше вот такие ремонтные комплекты покупал. Такая маленькая баночка и кусок стеклоткани. Ну, дороговато выходит. Можно и побольше банку купить, 800-граммовую. Потом стал покупать вот такие вот литровые полиэфирная смола. Рублей 500, наверное. И сразу вот такой кусок стеклоткани. Хватает надолго. Одну такую баклажку я уже использовал.
И в следующий раз заказал вот одну без стеклоткани, так как стеклоткань у меня еще с прошлого раза осталась. Ну что, арки все покрыл мастер ваксом АМ-117. 2 слоя. Ну все, мастер вакс высох, амортизатор поставил, осталось поставить колесо. Все прям чудесно. Ну что, друзья, прошло уже 2 месяца, и, как видите, все в целости и сохранности. Я думаю, будет держаться еще очень долго. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.